Я вот сейчас иду и думаю, 7 тысяч долларов, примерно 400 тысяч рублей. Это семейный отель. Обычно в таких отелях кормят постоянно, но если люди платят по 400 тысяч за неделю, то понятное дело, что все должно быть включено. Но скажите, друзья, как красиво, да? Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в Португалии, на побережье Атлантического океана. Не успел я вернуться в Швейцарию, как через несколько дней приехал сюда. Поселился вот в этом отеле. Сейчас мы проведем небольшую экскурсию, и я вам покажу, как отдыхают очень богатые люди из Европы. Ребята, которые занимаются акробатическим рок-н-роллом, о них я вам рассказывал в видео про спортзал на 1200 человек. Их пригласили в этот отель с концертом на целую неделю. Всю неделю они выступают, у них где-то 4 выступления на неделю. В отеле, в котором отдыхают самые богатые люди Европы, здесь один день проживания стоит 1000 евро примерно. То есть за неделю люди платят на семью 7000 евро. От 7000 евро начинаются здесь номера на семью из 3 человек. Это серия отелей, которые находятся в Тунисе, в Марокко, в Швейцарии, в Испании, в Португалии, в Америке, на Майорке и, по-моему, на Мальдивских островах. И эти отели примечательны тем, что они построены не на пассивном отдыхе, не на лежании на пляжах, а на активном, интересном, разнообразном отдыхе. Здесь очень много разных активностей. Ну, конечно же, есть свой бассейн, в котором отдыхают дети. Сегодня прекрасная погода. Сегодня уже 3-й день, как мы здесь находимся. И первый день солнечно, 20 градусов. До этого было вчера дождь. И чуть ли не 10 градусов. Было очень холодно. Так, все. Теперь я хочу вам показать все, что у нас есть. Hello, my friend. Все, что хочу показать, что у нас здесь есть, это, ну, например, люди играют в теннис. Есть теннис для пинг-понга. Внизу большая территория, на которой располагается площадка для волейбола. То есть, видите, мужчины не лежат на пляже, как тюлени, как моржи, а занимаются спортом, играют в волейбол. Также есть футбольная площадка. И чем этот отель примечательным, здесь есть вот такая большая трапеция, где каждый желающий может попробовать себя в качестве воздушного гимнаста, воздушного акробата. Это очень интересный эксперимент. 3 дня я за ними уже наблюдаю. Хочу попробовать себя тоже в этом действии, но пока боюсь. Может быть, завтра я попробую и сниму отдельное видео о том, как я учился и как я прыгал на вот этой большой канатке, большой трапеции. Как видите, желающих много, не у всех получается, но я думаю, что завтра я попробую себя в этом деле. Вот на этом месте можно потренироваться с инструктором, который вам все расскажет и покажет, как это все делается. А теперь ниже, если опуститься, у нас здесь школа лучников. Также каждый желающий может попробовать себя в качестве стрельбы из лука. Это очень интересно. Я еще не пробовал, но, может быть, тоже запишу отдельное видео на эту тему. Но это очень интересно. Все, в принципе, все, что есть внизу, я вам показал. Сейчас поднимемся наверх, потому что там еще очень много интересных вещей, которые стоит показать и рассмотреть. Я вот сейчас иду и думаю, 7 тысяч долларов, 7 тысяч евро, это же получается примерно 400 тысяч рублей на неделю тратят европейцы. Но вот именно в этом отеле в Португалии обычно отдыхают французы. Тут где-то 90% французов, есть американцы, есть чуть-чуть, по-моему, немцев, но вообще больше всего французов. То есть все тут говорят, даже весь персонал, на французском. И так получилось, что моих ребят пригласили сюда с шоу-программой. Они выступают по 1 номеру за вечер. Им полностью оплатили перелет, проживание, питание, соответственно. О питании я тоже сниму отдельный ролик, потому что питание здесь просто шикарное. Конечно, я только ем овощи, фрукты, но
те блюда, которые здесь готовят, как это подается, как это все красиво сделано. Об этом нужно просто вот целое отдельное видео заснять. Вот здесь у нас есть небольшой зал для йоги на улице на открытом воздухе. Сейчас никто не занимается, потому что жарко. И все, наверное, возле бассейна или на пляже. И также, конечно же, как в любом другом отеле, есть свой тренажерный зал. Сейчас разгар теплого дня, поэтому мало кто занимается. Но, как вы видите, все необходимое здесь есть. Вот такой замечательный, красивейший вид открывается за моей спиной. Все, а мы идем дальше смотреть новые развлечения. Ну и вот, я не закончил свою мысль. Ребята выступают здесь каждый день. Их пригласили сюда с полным пансионом. И у них была возможность взять с собой 2 людей бесплатно. То есть 2 человека паровозом. Вот они взяли с собой маленького ребенка и меня в качестве, ну, можно сказать, видеооператора. Потому что им настолько понравилось, как я снимал, как получилось видео с ними, поэтому они пригласили меня их поснимать и просто как бы поддержать, отдохнуть и вместе провести время. Обычно в таких отелях кормят постоянно. Вот сейчас уже прошел обед, сейчас у нас типа полдника, какие-то делают оладушки. Также можно покушать фруктиков. Возьмем яблоко и пойдем дальше. Ну, как вы поняли, мы с вами пришли оттуда. Сделали небольшой круг, вернулись сюда. И идем теперь дальше. Я вам сейчас буду показывать. У нас тут есть на территории даже свой гольф. На секунду может показаться, что мы с вами попали в детский лагерь. На самом деле это семейный отель. Сюда приезжают взрослые люди со своими детьми, у кого 2, 3 или 1 ребенок. Отдают детей бесплатно вот в такой детский клуб. Весь день за детьми следят, их развлекают. Ну, то есть получается такой мини-лагерь для всех групп людей. Для малолетних, 2-летних, 5-летних, 14-летних даже отдают. У каждого есть свой тренер, у каждого есть свой человек, который их курирует. И, соответственно, получается вот такой детский лагерь. В это время родители отдыхают на пляже, развлекаются. И вот, пожалуйста, как выглядит отель за моей спиной. Это только малая его часть. А вот это вот настоящее мини-поле для мини-гольфа за моей спиной. Каждый желающий может взять клюшку, взять мячик и отправиться играть в гольф. Очень классно, что все активности, они здесь бесплатные, еще раз повторю. Но если люди платят по 400 тысяч за неделю, то понятное дело, что все должно быть включено. Ох, я буквально чуть-чуть не попал, надо сейчас исправить эту ситуацию. Первый этап пройден. В общем, как вы заметили, здесь очень много трасс для гольфа. Можно играть хоть весь день, оттачивать свое мастерство. Вот, мы сейчас на это время тратить не будем. Еще раз просто сделаем одну проходочку и пойдем дальше. Все-таки хочу еще вам показать разные трассы. Каждая трасса идет с усилением и усложнением. В общем, как говорится, играй, развлекайся, не хочу. Вот очень красивый вид везде. Еще раз хочу показать прекрасный вид, который расстилается за территорией отеля. Сейчас мы зайдем еще в отель, посмотрим на специальной карте, какие есть развлечения, потому что я уже заблудился и запутался, куда нам дальше идти. Сейчас где-то должна быть... вот у нас как раз ресепшн. Мы пришли на зону ресепшена. Повсюду есть вот такие зоны отдыха. Здесь я обычно вечером сижу на компьютере, что-нибудь монтирую или переделываю в своих видео. Так что места для работы достаточно. О, друзья, я нашел рояль. Ну, точнее, я его уже давно нашел. Но раз мы его сейчас к нему пришли, я вам хочу что-нибудь сыграть. Может быть, вам понравится мое творчество.
Вот такой небольшой фрагментик. Ну что, ставьте лайк и поехали дальше. Так, карта. Где же наша карта? А, вот, смотрите, вот как раз то, что я искал. Так, смотрите, мы с вами находимся вот здесь, где гольф. Итак, что у нас есть? Мини-гольф. Можно играть в карты, можно смотреть телевизор, можно идти в хамам. Это ресторан, это какое-то место для спания, спортзал, мы тут уже побывали. Это у нас пинг-понг, это у нас боча. Кстати, я вам не показал бочу, это традиционная французская игра. Сейчас попозже кто-нибудь будет играть, пойдем посмотрим. Это у нас место для... зал для йоги. Это у нас волейбол, стрелялки, трапеция. И вот здесь у нас еще находятся теннисные корты. Я там ни разу еще не был. Вот сейчас попробуем туда пройти. Ну вот они, в принципе, все активности, которые здесь есть. Так что сейчас пойдем дальше смотреть. О, господи, какая же здесь большая территория. Ладно, налево не пойдет, мы оттуда пришли. Вот я вижу теннисный корт. Пойдем посмотрим, как там все обустроено. О, ну просто шикарно. Вот тебе и теннис, пожалуйста, можно поиграть. Все развлечения, но территория мега большая. Ну, скажите, друзья, как красиво, да? Сколько разнообразной фауны, сколько разных деревьев здесь растет, очень красиво. И мне все-таки очень нравится вот эта концепция, да, именно спорта, развития спорта у детей, у взрослых. Вот еще мы на корт пришли здесь, я смотрю, прям даже с инструкторами занимаются детки. И там у нас на заднем плане футболисты, я смотрю, занимаются. Сейчас пойдем посмотрим, что умеют французские ребята, как они умеют играть в футбол. Оказывается, с другой стороны от теннисного корта есть еще и детский бассейн. Очень красиво, кстати, здесь. Я первый раз тоже. Ну, здесь, как вы тоже видите, очень много детей, очень много учителей, которые с ними занимаются, развлекают их весь день. Поэтому родители могут спокойно весь день наслаждаться своей прекрасной французской жизнью. Смотрите, еще теннисный корт. Я уже насчитал, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 теннисных кортов. И в каждом корте по 3, по 4 площадки. Не, ну круто. Мне прям очень нравится. Надо будет везде походить потом. Но времени у нас особо немного, потому что я сижу с ребенком обычно. Она все-таки еще очень маленькая. Ее не взяли в детский клуб. Вот. А ребята постоянно тренируются, постоянно им нужно заниматься. И вот так вот у нас занимаются футболисты. Смотрите, как классно. Ну классно, пойдем сейчас еще что-нибудь поищем, что тут есть интересненькое, что я еще не видел. А, вот так вот прям лимоны спокойно растут на ветках. А, вот смотрите, еще мандарины. Я первый раз в жизни вижу, как растут мандарины на ветках. Смотрите, это прям как маленькая мандариновая роща. Очень хочется все сорвать, все попробовать, но мы этого делать не будем. Все-таки мы с вами не вандалы, да? А вот мандарины, апельсины мы уже потом на ужине можем поесть. Ой, вот какое еще красивое дерево, я сразу не заметил. Вот растет что-то наподобие айвы, наверное, или какие-то груши. Листочки. Друзья, в общем, я не знаю, что это такое растет. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Мне тоже интересно будет посмотреть и узнать, что же это такое растет на ветке. И от этого отеля еще можно ехать на машине на специальные уже большие поля для гольфа, потому что вот сеть этих отелей, они как раз-таки специализируются на клубном отдыхе, и именно их самая главная фишка — это гольф. Профессиональный большой гольф с ровными полями, с классными клюшками,
Вот, но это, по-моему, уже платно. Это уже в стоимость не входит. Это нужно заказывать заранее, записываться заранее. У нас времени на это нету. Я бы с удовольствием бы тоже съездил. Вот, смотрите, домик сзади как будто русский. У меня у бабушки на даче примерно вот такой же домик стоит. Интересно смотрится. Так, что у нас тут уже идет обрыв. Это мы все, видите, понад забором ходим. Смотрим на территорию. Вот, смотрите, еще что-то интересное нашел. Тоже, по-моему, для гольфа какая-то вещь. Ну, видимо, это какие-то специальные лунки, чтобы тренироваться в искусстве гольфа. Не могу вам не показать еще раз этот роскошный вид. Вот есть прям смотровая площадка с лавочкой. Вот такой вот открывается дикий пейзаж. Напишите еще, пожалуйста, в комментариях, в каких местах вы были в Португалии, если были. Как вам вообще эта страна, люди, которые здесь живут. Мы сейчас находимся от Лиссабона 200 километров. Называется город Фадо. Небольшой городок. Мы там еще не были, но, может быть, уже не успеем, потому что много мероприятий у нас задумано по концертной программе. Вот, так что напишите вообще, как вам и были ли вы в такого рода отелях. Мне тоже интересно будет очень почитать. Сегодня просто все очень обрадовались первому теплому деньку. Вот, поэтому сегодня даже бассейн, он обычно закрывается в 6 вечера, а сегодня он будет закрываться в 7 вечера, специально, чтобы люди могли поплавать. Но, честно сказать, бассейн я попробовал, чуть-чуть прохладная вода. Все-таки она еще какая-то не нагретая, хотя якобы бассейн с подогревом. Про море тоже я молчу, вернее про океан, потому что это Атлантика. Я вот сегодня купался, и такое ощущение, что после сауны, знаете, когда после сауны в прорубь ныряешь, вот реально такие же ощущения, просто сводит все. Ну, я поплавал хорошо, так нормально, то есть мне это нравится, я же закаляюсь, поэтому для меня не проблема поплавать и в холодном океане. И смотрите, еще раз показываю, вот он, отель у нас начинается. И вот такая огромная территория, вот это все одно большое здание. Вот таким образом мы сделали с вами один здоровенный большой круг, начали там. Обошли, вернулись и опять вернулись к нашему месту встречи, это бассейн. Ладно, решила тоже окунуться. Мне говорят, что водичка в принципе сегодня хорошая. Как думаете, окунуться в детский бассейн или взрослый? Напишите комментарии по этому поводу. Ну все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки, ставьте колокольчик, чтобы не забыть про следующие обновления. Всем удачи и пока-пока. О, все-таки вылазит реально холодно после бассейна. Все, быстренько закутываемся в полотенчика и греемся.